Слушаем историю. Мне понравился парень. Да, я ему об этом сказала. У нас это было все взаимно. Все круто, классно, вообще круто общались, не напряжно. Все шло вообще идеально. Он мне говорил комплименты, я ему говорил комплименты, как бы взаимно. И в какой-то момент просто мы должны были встретиться, и человек пропадает. Ну, подумала я, и ладно. Да, я хотела встретиться, да, мне человек понравился, но не до такой степени, что я начну прям за человеком бегать, за малознакомым. Нет. Но седьмое чувство меня никогда не подводит. Чуть-чуть чувствовала, что он мне все же напишет. Не хотелось думать об этом человеке так, что он так будет делать. И играть со мной горячо-холодно, но, видимо, захотел. Но, дорогие мои, если вы хотите взаимности от девушки, когда она проявляется, и вы сразу такие заднюю даете, и думаете, что вы посадили девушку на крючок, но только не меня. Потому что там, где вы учились, я преподавала. На крючке будете сидеть вы. Ну, а если вы про здоровые отношения, то давайте проявляться. Я как женщина, ты как мужчина, и говорить друг другу приятные слова, это же приятно. Или вам неприятно? Если вам неприятно, скажите, мне неприятно. Но не надо пропадать, а потом появляться, как ни в чем не бывало. Не знаю, травмированную девушку, может быть, это завлечет. А здоровую женщину, которой 33, пойду с другим на свидание, в чем проблема? Ну, конечно, ни в чем. Конечно, я тебя ждать не буду. Конечно, я вижу, что ты ловелас, ты красивый, и у тебя там... Я не одна. Но если ты проявился, и давай будем общаться, давай не будем пугаться каких-то слов, и если ты испугался, то скажи это прямо, зачем пропадать? Ну, типа, это что за прикол? Ну, просто я не понимаю, что за приколы? Да, блин, с чего она взяла, что он пропал просто из-за того, что он там ловелас или что-то еще там произошло? Ну нет, да просто вот они потусили, он что-то вот подумал, ну блин, нет, с ней делов не будет. Возможно, он там, может, пытался ее склеить на интим, а она там, может быть, начала ему задвигать, что вот серьезные отношения, а он не хотел на данный момент и не хочет. И реально там пользуется только вот так вот девушками, пока что женщинами и так далее. Может быть такое, да может быть все что угодно, потому что мы не знаем это вырвато из контекста, просто она возмущается. Но то, что ты взяла, поставила камеру и рассказала это на камеру, что давайте не будем так делать, если вы хотите типа здоровые отношения, то давайте проявляться, а если что, хотите нездоровые, то не проявляйтесь, я пойду с другим на свидание. Ну иди, а зачем это на камеру записывать? Не знаю, выплеснуть какие-то эмоции, ну вот, просто сама с собой поговори, не знаю, позвони подруге, а на камеру какой смысл? Как будто вот после этого видео, значит, все мужчины перестанут это делать, ну, те, кто, по крайней мере, это делает, вот так вот как-то игнорируют. А когда они, опять же, да, повернуть в обратную сторону, когда девушки-женщины игнорят мужчин, это как будто бы норма, да, когда они тоже, ты можешь с ними общаться, они, просто исчезли. Потом могут выйти на связь, у меня как-то так было. Типа, я просто была немножко не в себе. Блин, ну иди к психотерапевту или кому там, да, идут за таблетками, раз ты была не в себе. Ну это просто либо реально такое состояние было, либо просто чухает человек. Поэтому это оба хороши пола. И мужчины, и женщины так могут делать. Так, парни, мужчины, мне нужно ваше мнение, честное, открытое. Вот, допустим, парень с девушкой общаются в переписке, познакомились где-то в социальных сетях, в Инстаграме, например. И вроде бы общение очень хорошее, все хорошо, но когда дело идет до встречи, то парень пропадает. Мы перестаем общаться, и в итоге он просто смотрит мои истории, иногда лайкает мои публикации, и тишина. Объясните мне, что это за херня. Я хочу понять, что здесь не так. Как на это реагировать и почему так происходит? Вообще в идеале надо было не видео записывать, а спросить у того паренька, почему он так сделал. Ну, раз он смотрит твои сторис, до сих пор лайкает и так далее, ну, возьми ему, напиши, скажи, что вот так вот, как она и говорит, что за херня. Вот спроси у него конкретно, почему он так делает. У него уже есть какие-то причины в голове. Почему он сначала общался, а потом соскочил. Ну, блин, причина всегда есть, но просто так не бывает, что, значит, конкретно вот этот дурак. Не, ну да, бывают всякие люди недалекие, да, как бы, поэтому, да, бывает всякое. У нас неадекватов полно вообще в целом по миру, не то, что по стране, а по миру. Но в данном случае, ну, есть же причина. Может, он с тобой пообщался и понял для себя, что, блин, нет, с ней я больше не хочу коммуницировать, что-то он в такое вот увидел,
в общении. Это как вариант, я просто набрасываю варианты. Мы не можем залезть к этому мужчине в голову, мы не знаем. Она с ним общалась, мы с ним не общались. Но самый главный факт, что да, это ее удивляет, да, вообще по нашей жизни уже пора перестать удивляться, особенно таким вещам. Кто Гоголя написал? Гоголя. Кто? Вот это пьеса Гоголя. Кто написал, честно? Не помню. Ну, это только Богу известно. Гоголя кто написал? Я не подготовилась. Гоголя? Да. Нет, давай. Гоголя? Мы сейчас опозоримся, пожалуйста, пойдем. Кто Гоголя написал? Гоголь. Кто Гоголя написал? Не могу ответить. Не помнишь, да? Ой, не вспомню. Я не прям блондиночка такая. Тупая, извините. У меня 3 образования. Кто Гоголя написал, знаешь? Сестра знает. Подсказывать нельзя. Не знаешь, да? Должен ли парень на первое свидание такси вызывать? Да. А почему? Ну, то, что он должен. Что-то 3 образования и не помогло понять, кто написал Гоголя, да? Вот это прикол, конечно, показали они свой интеллект. Только одна среди них ответила, и все. А остальные просто вот я не... Ну, да, мы можем еще взять тот момент, что когда ты просто идешь по своим делам, думаешь о своих делах, и к тебе какой-то рандомный человек подскакивает, говорят, кто написал Гоголя? Ну, не каждый сориентируется, да, тут даже не будем говорить, что они прям вот глупые, прям вот просто, когда ты идешь по своим делам, и тебя просто рандомно дергают и задают в лоб вопрос, это как сегодня, что ты спишь, и тебя среди ночи просто подорвать и какой-нибудь такой вот вопрос задать. Ну, что-то вот, наверное, похожее, я не знаю. А так, последнее, конечно, классика жанра. Почему должен вызывать такси? Просто потому, что он должен. Никто, запомните, в этом мире никто никому не должен. Абсолютно никто. Ни мужчины женщинам, ни женщины мужчинам. Никто никому не должен. Есть только вот это вот, какая-то взаимность. 50 на 50. Все должны понимать, что когда ты вступаешь в отношения, да в любые практически, там всегда 50 на 50, то есть какая-то есть от друг друга выгода, какие-то обязанности и так далее, и так далее. Ну, короче, это уже другой разговор. Нам скоро 30, и вот вещи, которые обрели смысл. Я раньше боялась быть беременной в 16, но теперь я боюсь вообще не быть беременной в целом. Или попасть на передачу «Беременна в 45». Вот уже можно вот в эту сторону идти. Сдача анализов стала супер дофаминовым мероприятием. То есть я прям иду, я такая, мне вот этот чекап, все, и потом я получаю, я такая... Блядь, балдеж. Ну, типа, я теперь знаю, сколько у меня там чего-то, каких-то гормонов. Это супер. Хотя раньше это было, ну, какое-то рядовое действие, а сейчас прям балдеж. Респектую тусовкам, которые заканчиваются очень рано, в 6 или в 7 вечера желательно, потому что... Пожалуйста, организуйте только такие. Потому что у нас уже, понимаете, расписание, уже спать пора, уже ко сну меня клонит, и все. Новый вид удовольствия, причем запредельного, это инвестиции. То есть я просто захожу на фонд и такая, так, я сегодня куплю вот этого, там, Сбербанка, в общем, облигации. Мне прям кайф. Если бы мне кто-то показал это в 20, потому что дура, блядь, иди, не знаю, видео там на ютубчике посмотри. Нет. Вот это новый такой прям вот вид удовольствия, причем прям дофамина такого чистого. Друзья, вы меня поймете. Я не могу спать без своей ортопедической подушки. А еще больше кайф мне доставляет тяжелое одеяло. Ну, это да. Тяжелое дело, это супер. Да. И холодно, чтобы было в комнате. Есть такое? Да, обязательно холодно. Ну, так и что в целом? Какой посыл? Молодец, конечно, она инвестиции, говорит, особенно сейчас, ага. Вот уже пошел инвестировать в экономику сейчас, при этих рельсах с 22 года. А может быть, это видео не до 22 года, кто его знает. Не знаю, насколько оно свежее. А так, ну окей, да, рассказали о своей жизни. То одна любит ортопедическую подушку, то другая там вот инвестирует, то еще она там, обе они что-то делают, то вот про беременна в 16 вспомнили, а в итоге вообще боится быть не беременной. Ну так, окей, находите, если хотите детей, такого партнера, который, ну, для себя адекватного. Да и все. Ну а так, такое. Мужчины, вот вы зачем при знакомстве говорите о себе «я простой обычный парень»? Сразу как-то скучно становится. Неинтересно. А вам, девушки, вам нравится, когда мужчина так о себе говорит? Может, я что-то не понимаю? Да, скорее всего, что-то ты не понимаешь, да. Это что есть, то есть. А что надо говорить? Я миллиардер, здрасте, тогда только удивишься или как-то тебе будет более приятно. А когда говоришь «я простой парень», то это не алло. Мне бы засимпатизировало, наоборот, если мне скажут «да я простая девушка, я простая женщина». Это как-то мне говорит о том, что человек, в смысле, не то, что он где-то
живет в какой-то, не знаю, деревне или, ну, прям совсем в убогом жилье. Нет. А в том плане, что он просто по жизни такой более простой и адекватный, что ли. Я в этом контексте это понимаю. Может быть, и ей говорят в этом контексте, что я вот простой парень, я простой мужчина, ну, значит, он, типа, вот, ну, нормальный, адекватный, не какой-то там хрен пойми кто. Ну, может быть. А там кто его знает. Должен ли мужчина покрывать все расходы своей женщины, будучи в отношениях с ней? 100%. Почему? Ну, потому что иначе быть не может. То есть мужчина, который реально серьезно настроен к женщине, да, и хочет эту женщину сделать своей женщиной для построения семьи, создания новой вселенной, которой не было до встречи с ней, конечно же, он должен полностью всеми ресурсами вкладываться в свою женщину и покрывать и брать всю ответственность финансовую. А как ты считаешь, если мужчина встретит женщину, которая самостоятельная, имеет работу, покрывает все свои расходы, какой смысл ему иметь женщину, которая не может покрыть просто свои банальные потребности? Еще раз, не уловила вопрос. Почему для мужчины есть вообще какой-то смысл встречаться с девушкой, которая не может закрыть свои потребности обычные финансовые? Смысл? Да, какой смысл для него? А какой смысл вообще у мужчины встречаться с женщиной ради финансовых каких-то потребностей? Нет, не ради. Женщины? Вот, например, если есть девушка, которая финансово может сама закрыть все свои потребности, которая имеет свою работу, имеет свои какие-то хобби, финансово независимо от мужчины, зачем ему выбирать девушку, которая просто банально зависит от него всех финансовых планах? Ну, наверное, до встречи с ним она изначально от него не зависит. Она как-то жила до него, правильно? Поэтому мне вообще не очень близка постановка вопроса, если честно. Ну вот я, например, знаю... Скажу, что если даже мужчина встречает женщину, которая полностью себя покрывает, да, и позволяет себе вообще лучшую жизнь, мужчина обязан с момента, как он вступает с ней в отношения, нести полную финансовую ответственность за нее, независимо от того, какие миллионы у нее на счетах. А зачем ему обязанность это? Если он может просто жить свою жизнь, она может, соответственно, покрывать все свои вещи, и они могут просто вместе кайфовать от жизни. Ну, тогда зачем вообще строить отношения? Ну, отношения, это ж просто кайф. Смотри, отношения, это ж кайф вместе. Это кайф вместе. Так зачем мужчине тогда просто платить за себя, за девушку и вместе кайфовать, если он может найти кого-то, кто может быть самостоятельный? Но это не будет отношения, это может быть что угодно, это встречаться, чтобы развлечься, там классно провести время. Но то есть отношения, это не построение. То есть отношения это когда мужчина покрывает стабильность девушки, конечно, и живут они тогда вместе. Конечно. А так это получается, просто we have fun, когда нам захотелось. Ну почему? Если у девушки есть свой мир, у мужчины есть свой мир, они вместе кайфуют. Это не семья. То есть мужчина все-таки должен иметь контроль над ситуацией финансовой в отношениях. 100%. Не контроль, а ответственность. А как насчет того, если девушка зарабатывает больше, чем парень? Такие отношения могут существовать? Они могут существовать, опять-таки, когда все-таки мужчина способен покрывать все нужды семьи, то есть свои, женщины, и покрывать ее хотелки, какими бы великими они не были. Там, независимо, даже если она, опять-таки, я говорю, даже если она там миллионерша-миллиардерша, но все-таки их финансовую жизнь полностью покрывает мужчина. Ну а если мужчина, например, он не имеет этой возможности, но девушка его любит, он классно к ней относится, он романтичный, он ее целует, он дает ей комплименты, такие отношения не имеют смысла? Нет, такие отношения все равно изживут себя, потому что в таких отношениях мужчина неполноценен. Он будет всегда страдать. То есть он будет чувствовать вот эту вот ущербность, свою несостоятельность как мужчина, потому что все-таки мужчина – это материя. Вот так вот. Ребят, если вы хотите иметь полноценные отношения, пожалуйста, покрывайте расчеты ваши и вашей второй половинки. Вы растите, да, просто мужчина должен расти. И от запросов женщины, соответственно, растет мужчина, опять-таки, если у него есть этот потенциал. Ну, она и выдала, конечно, Гарри. Сначала мне показалось, что у этого мужчины какой-то голос такой, ну, он так просто, у него тон такой, да, как будто бы. Ну да ладно. А так, в принципе, он ей, да, адекватно говорит, зачем ему какая-то такая женщина, девушка, которая вообще с голой, грубо говоря, задницей, а он будет полностью ее облизывать.
Ну, понятно, что это бред, да, адекватный, согласятся, бред. И опять же, она рассказала о своей модели. То есть она рассказала свою видимость отношений. То, как она хотела бы. Потому что она не будет по-другому. То есть она не будет, я так понимаю, как... Есть же у нас какие отношения? Есть, как они говорят, называется, патриархальные или как они, да? Когда мужчина полностью лидер. То есть он обеспечивает, а жена сидит дома, там, когда дети полностью с детьми занимаются, уборка, там, ну, вот это готовка, ублажание, там, не знаю, мужа, ну, условно говоря, вот это вот, да? Он покрывает расходы, но какие? Он все полностью обеспечивает, но покрывает расходы базовые. То есть еда, вещи, какие-то там, не знаю, в садик сдать денег, там, не знаю, в школе как-то одеть, если дети уже. Вот эти вот моменты. Но не роскошь. Это не говорит о том, что, как она вот это вот сказанула, говорит, что он покрывает полностью все хотелки своей вот женщины, девушки. Не-не-не-не, это все бред. Но она, опять же, она рассказывает, как она хочет, и все. И, ну, каждая, как говорят, твари по паре, найдет она себе, я уверен, и какого-нибудь такого подобного. Кто-то ж ходит и согласится на такие условия. Но, как я и сказал, то есть есть вот этот патриархальный, есть партнерские отношения, когда 50 на 50 все. То есть когда в семье оба работают, и женщина, и мужчина, и каждый делает свой вклад. То есть у них у каждого какие-то свои деньги, и каждый отвечает за определенные финансовые движения в семье. И это есть устраивает людей, окей, вообще без проблем. И есть, как они, матриархальные, как они называются, когда, в общем, девушка, женщина лидер. То есть она может реально зарабатывать и больше таким лидером быть, а мужчина, он такой вот, как говорят там, ну, которые есть же некоторые жены, которые там гнобят своих мужей, грубо говоря, которые там... Вот это вот такой вид отношений, когда женщина преобладает и финансово, и как-то лидерский, и он там наоборот убирает, посуду моет, не знаю, готовит и так далее. И может быть вообще бывает такое, что сидит дома, и его это вполне устраивает. Вот это вот 3 вида отношений у нас в мире существует. И вот она хочет, получается, первый вид. Но только она хочет слишком дохрена. То есть она хочет прям, чтобы ее полностью ее роскошью и всем. То есть любые хотелки, даже если у нее миллионы на счету, облизывай меня, иначе... это будет не отношения. Да, она, конечно, в этом контексте, если она говорит, что мужчина будет чувствовать себя неполноценным, но, как я говорю, это зависит от мужчины. То есть, если мужчина изначально хочет в такую семью, где он лидер и за все отвечает, принимает решения, то да, такому будет не очень, когда будет женщина преобладать финансово и как-то его пытаться гнобить, быть лидером. Ну, короче, такое вот. Очень хочется поговорить про мужчин сегодня. И поговорим. Ох, у меня сейчас нет отношений. И чем больше мне лет, тем меньше я понимаю вообще, кто мне сейчас нужен. Когда мне было 25, я просто хотела выйти замуж. Я вышла замуж. Да, мне было 30, я хотела, чтобы в мою жизнь пришел мужчина, который бы меня понимал. Такой мужчина появился. Когда мне было 33, я хотела, чтобы в мою жизнь пришел мужчина, который меня понимал, но который бы не хотел меня переделывать. Такой мужчина появился. Когда мне было 38, я хотела, чтобы в моей жизни появился мужчина, который будет носить меня на руках, холить и лелеять, все за меня делать, заботиться обо мне, чтобы я вообще ни о чем не думала. Такой мужчина пришел в мою жизнь. Но тем не менее, мне сейчас 39 лет, и я сейчас не в отношениях. Все отношения, в которых я была, все прекращались по моей инициативе. И, если честно, я реально не понимаю, какие отношения мне нужны, и какого мужчину я хочу иметь рядом с собой. Ну, я поняла одно. Я хочу, чтобы этот мужчина был целостный, цельный, чтобы я не была центром его вселенной, чтобы он был счастлив и без меня, чтобы у него была прекрасная, интересная жизнь отдельно от меня, чтобы он был счастлив и целостен, чтобы я была счастлива и целостна, и мы вместе создали какое-то свое счастье. Может быть, поэтому сегодня я разревелась, когда я услышала эту песню. Нифига себе, насколько отношений перемусолила мужчин. Да я понимаю, что сейчас, какую ни возьми женщины ее возраста, то там, да, там далеко... Сколько она там сказала? 5-6 человек там было у нее в отношениях, и то она, возможно, не всех сказала. А это еще она говорит отношения, а может быть, еще были и промежуточные ребята, которые просто залетали на огонек, кто его знает. Но это жестко. То есть, как по мне, будущему ее парню, за которого она говорит, который чтобы был счастлив и без нее, и так далее, обязательно нужно посмотреть вот это видео. Чтобы просто его посмотреть и никогда не начать с ней отношения.
Потому что по мне ощущение такое складывается, что этот человек, она будет такая, ну, практически всегда, до конца своих дней. То есть это такая вот неопределенная, это которая, как некоторые говорят девушки-женщины, я меняюсь иногда, я вот такая вот, да, форма, да, девушки-женщины это не постоянная форма жизни. Они, да, у них только один гормональный фон, офигеть, там, менструальный, предменструальный синдром, там, постменструальный, короче, у них там офигеть гормоны играют. У нас, мужчин, не так вообще. У нас такого, у нас более все стабильно, у нас психика другая и так далее. Но как я вижу, да, что она, во-первых, не умеет нифига строить отношения, и она не постоянна вообще, и она такой, мне кажется, и будет. И придет и следующий в ее 39 лет мужчина, которого она вот так вот видит, как, хотя она говорит, я сама не знаю, но видит примерно вот такого. И он там надоест ей через год, 2 или там, ну, сколько, если так посчитать, у нее первый был там, по-моему, 5 лет, второй 3 года, третий тип там какой-то там год, 2, и самый последний, по-моему, вообще год был, который на руках, на ногах ее носил, там, не знаю. И вот это же такая же будет история. Вот раз он попадется, она вот эти вот эмоции, которые она хочет, получит, и все, потом скажет, извини, я вот не знаю теперь, что я хочу снова, давай будем аля-улю разбегаться. Ну, вообще бред. Вот такие вот, и, да, я знаю, что если мужчины такие же бывают, я думаю, ну, я верю точнее, я таких не встречал, что есть такие же непостоянные тоже в отношениях, которые хотят чуть ли не каждый месяц новую, ну, есть такие. Так и тут такая же непостоянная, прям совсем жесть. И на этом все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите свои мысли в комментариях, и всем пока.